Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня связать вместе со мной вот такие вот шикарные ботиночки. Вы знаете, я вам хочу показать пряжу. Я ее первый раз использовала для вязания обуви, но я просто в диком восторге. Они такие мягкие, тепленькие получились. Очень комфортно, ножки в них. Ну и в общем-то красиво. Ну а самое интересное, что они вяжутся очень просто. Абсолютно без какого-либо узора. Будем вязать просто столбиками без накида. Друзья, я напоминаю вам, что все материалы, видео, мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Поэтому, если вы смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. А на канале огромное количество видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео в соцсетях. Ну, а мы начинаем. Подошву подобрала высокую под ботиночки, так как они тепленькие будут. Пробитые отверстия по всей окружности подошвы на расстоянии 1 см друг от друга. И высота бортика где-то до 1,5 сантиметров. Очень хорошая такая красивая подошва и очень практичная. Вот на ней буду вязать. Ну, теперь особое слово о пряже. Пряжа Мелисса Брезе. Я первый раз ее использую, эту пряжу. Здесь на 100 грамм 120 метров. И это 100% полиэстер. Мягкая такая, нежная вообще. Я, честно говоря, боялась из нее вязать, не ожидала, что так здорово получится. Крючок использовала 3 миллиметра. В принципе, это такой пробный вариант был, но мне очень понравился результат. Итак, начинаем с обвязки подошвы. 5 отверстий отсчитываю от центра задника пятки, от центра пятки. И в каждое отверстие, так как пряжа она толстая, крючок у меня 3, поэтому я буду вязать в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Хотя расстояние 1 сантиметр, но 3 столбика, я думаю, будет слишком плотно и грубо. Поэтому такая вот, чтобы она ложилась мягко, красиво, буду провязывать 2 столбика в каждое отверстие. Этого будет достаточно для такой пряжи. Итак, вяжем по всей окружности в каждое отверстие 2 столбика без накида. В первое провязала 1 столбик и дальше в каждое отверстие по 2 столбика. От начала до конца ряда. В конце ряда закончим ряд в первое отверстие, довяжем 2 столбик и затем уже перейдем ко второму ряду. Мне кажется, из этой пряжи получился бы невероятно нежный шарф, там, например, шаль или плед. Вообще пряжа просто обалденная. Посмотрим сейчас, как она ляжет в изделии. Продолжаем вязать вот так до конца ряда. В каждое отверстие 2 столбика без накида. В чем у нас будет особенность вязания этих ботиночек? Мы не будем использовать здесь никакой узор. Поэтому, если вы новичок, например, еще только начинаете, вот просто столбиками без накида вяжем до конца ряда. Здесь вот у нас в первом отверстии 1 столбик, довязываем 2 столбик и в первую петлю ряда соединительный столбик, воздушная петля подъема и начинаем второй ряд. Вяжем вот сюда на этой стороне, вот так отсюда, чтобы параллельно было. Вот мы начали в 5-е отверстие, вот 5-е отверстие, первая петля 5-го отверстия, значит от середины пятки отсчитываем в эту сторону тоже 5, и первая петля 5-го отверстия, вот это будет у нас последняя петля этого ряда, сюда будет последний столбик провязан. Вот, ставлю маркер во вторую петлю, и первая петля будет последняя. И теперь вяжу столбики без накида до маркера в каждую петлю предыдущего ряда. Так как вот пряжа темная, в общем-то петельки не видны,
И она еще такая, видите, мохнатая у нас, плюшевая прямо, вот на ощупь она как плюш. И я думаю, что здесь ничего сложного не будет, и не нужно их видеть, потому что, в принципе, это просто столбики без накида. Все ряды, вот последнюю мы провязали столбик без накида. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем вот сюда до начала ряда, начинаем вязать изнаночный ряд, тоже столбики без накида. В общем, вот такой у нас будет узор. Все вяжем столбиками без накида. Я вам показываю просто схему, то есть как мы вяжем. Пяточку мы вот так вывязываем поворотными рядами. Доходим сейчас до первой петли этого ряда, с которой мы начали пятку вязать. Начинаем ряд всегда со второй петли от крючка. В конце ряда довязываем здесь последние столбики. И теперь последний столбик, когда провязали, провязываем 3 дополнительных столбика. 3 дополнительных столбика провязали. Теперь у нас ряд удлинился на 3 петли. Вяжем до той стороны тоже 3 дополнительных столбика. И начинаем поднимать пяточку. Пяточка у нас будет идти под наклоном. Пряжа очень мягкая. Она такая, получается, вязание толстое будет, и оно будет подтягиваться. Поэтому хорошо, если будет хороший наклон у этой пяточки. Будет хорошо облегать ножку. Довязываем до конца ряда на той стороне. Все вяжем просто обычными столбиками без накида. Доходим до конца ряда. Последний столбик. И 3 дополнительных столбика в следующие 3 петли. 1, 2, 3. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Со второй петли от крючка вяжем изнаночный ряд столбиками без накида. Доходим до начала ряда. 3 петли вперед, провязываем 3 дополнительных столбика. В конце ряда тоже. И так двигаемся вперед, ну, так, чтобы у нас пятка поднялась вот примерно на 5 сантиметров. Этого будет достаточно. Вот такой, видите, прям нежный такой получается. И узора не видно, поэтому особо ничего не выдумываем. Вот, пяточку мы связали, она вот такая у нас под наклоном, потому что всегда мы начинаем ряд со второй петли. И дальше будем продолжать уже вязать по кругу. Идем вперед. Опять же столбики без накида. Продолжаем вязать уже вот здесь боковые части перед. Затем на пяточку и провязываем по кругу, ну, наверное, 2 или 3 ряда. Сейчас посмотрим, я потом покажу
какой высоты, как вы будете смотреть необходимую высоту. Это может быть 2 ряда, это может быть 3 ряда, и может быть даже 4 ряда. Зависит от того, какой высоты у вас пальчики впереди. Вяжем вот так по кругу, просто столбики без накида. Один ряд полный круг провязала, а второй заканчиваю вот здесь соединительными столбиками. Вот здесь все. И разворачиваюсь на изнаночную сторону. Этот второй ряд я уже не стала довязывать по кругу до конца. Все, я остановилась на пяточной части, чтобы сильно высоко не поднимать пятку. Вяжу третий ряд в обратном направлении, изнаночный, столбики без накида. И провяжу еще этот ряд, наверное, до конца. И еще один тоже до пяточной части. Ну, в общем, только по переду вяжу. Уже по пятке не буду провязывать пока. Довязываем вот так этот ряд. Довязываем сюда вот встречаемся на пятке. По пятке 2 соединительных столбика, возвращаемся вперед. И вот сейчас я покажу просто, как определить высоту. Вот у меня получилось 4 ряда. И вот смотрите, вот эта высота бортика должна, ну, как раз вот быть вровень с пальчиками. Может быть на 2-3 миллиметра выше, чем пальцы. Этого будет достаточно. Если сделаете выше сильно, будет хлопать, то есть будет большая. Если сделаете ниже, чем высота пальчиков, то будет узкая. В подъеме потом просто нога не войдет. Поэтому для того, чтобы было хорошо, она должна вот соответствовать высоте пальцев. Ну и чуть-чуть на 2-3 миллиметра подниматься над пальчиками. Тогда будет все отлично. Конец нити вот этот обрезанный прячу, перевожу на изнаночную сторону и спрячу потом в установочный ряд. Теперь вяжем перед. Находим центральную петлю переда, от нее 3 петли вправо отсчитываем, в третью петлю начинаем вязать ряд. Провязываем 7 петель, то есть 3 петли от центральной вправо, 3 петли от центральной влево, тогда это будет ровно. И центральная петля, 7 столбиков без накида. Провязываем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот этот лишний конец нити обрезаем. Разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем изнаночный ряд, все вяжем столбиками без накида. Со второй петли от крючка, одна была на крючке как столбик, 2, 3, 4, 5, и теперь по боковой части 2 соединительных столбика. Крючок завожу с лицевой стороны. Я думаю, что на этой пряже можно и с изнаночной заводить, но это уже у меня, как говорится, профессиональная привычка, да? Всегда с лицевой стороны так аккуратнее будет. Вяжем теперь лицевой ряд со второй петли от крючка, столбики без накида весь ряд.
доходим до конца ряда. В конце ряда точно так же, как и в прошлом ряду, 2 соединительных столбика. В конце каждого ряда провязываем 2 соединительных столбика в следующие 2 петли на боковой части. Вот так разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд со второй петли от крючка столбиками без накида в обратном направлении до конца ряда. Доходим до конца ряда, провязываем 2 соединительных столбика. Вот ничего больше не меняется. Вот таким образом вяжем перед. В конце каждого ряда 2 соединительных столбика. Ряд начинаем со второй петли от крючка. У нас в каждом ряду добавляется дополнительный столбик. Дошли до конца ряда. 1 соединительный столбик. Второй соединительный столбик, разворачиваемся и вяжем следующий ряд. Вот таким образом все просто. Двигаемся вот сюда, пока не дойдем до вот этой пяточной части. Когда мы вот провязали перед уже, видите, вот так у нас до пятки, теперь соединительные столбики мы провязываем уже вот здесь на подъеме по пяточной части. Двигаемся наверх. То же самое проходим, как мы вязали, со второй петли от крючка. Только вот здесь уже провязываем соединительные столбики. И поднимаемся, ну вот примерно на вот такую высоту, несколько рядов. Я думаю, что еще я провяжу 5 или 6 рядов. Вот так получилось. Видите, смотрите, когда будете на себя вязать, примеряйте подъемчик, чтобы нога хорошо входила, потому что если еще провязать лишнее, вот, ну, вот эта высота у нас будет всего, мы сейчас еще поднимемся, но у нас будет клапан еще, загиб. Поэтому если еще перевязать 2-3 ряда, то нога просто не войдет, подъем не позволит. И теперь мы провязываем еще ряд по кругу. Сейчас здесь мы уже останавливаемся. Все, сейчас еще ряд провяжу круговой до центра, вот отсюда, и остановлюсь опять же в центре и уже начну вязать вот этот клапан с отворотом, который у нас. Пряжа, мало того, что она мягкая, очень легкая, расход очень небольшой, еще до сих пор полмотка у меня не ушло. Вот, ну я думаю, что где-то, наверное, грамм 60-65, наверное, уйдет на один ботиночек. Вот, ну и еще очень быстро вяжется, потому что она толстая, и вот провязывается ряд, и уже так смотришь, полсантиметра провязал, то есть быстро вяжется, рядов мало, конечно, работа очень приятная вот с этой пряжей, хотя она вот и нежная с другой стороны, потому что на тонкую нить как-то она нанизана, вот эта вот бархатистая такая пряжа, этот полиэстер. Ну, в общем-то, если ее сильно дернуть, наверное, можно порвать. Но я не пробовала. Уже в вязании она довольно крепкая в полотне. Вот я круг прохожу, дохожу сейчас до центра переда.
Все, этого достаточно. Видите, вот так, чтобы ножка хорошо входила, высота нормальная. И теперь будем вязать вот от центральной петли. Вот это центральные 2 петли берем, которые в центре, и будем вязать поворотными рядами теперь. Вот у меня 2 центральных петли, вот эти, от них и начинаю. Сейчас покажу. Вот здесь вяжем по кругу, только разворачиваемся. Провязываю вот первую центральную петлю. Теперь воздушная петля подъема. Вот здесь у меня будут они встречаться, эти 2 половинки. И вот изнаночный ряд я начинаю не со 2 петли от крючка, а с 1, прямо вот с той, из которой у нас выходит воздушная петля подъема. С 1 петли от крючка. Нам нужно сделать такие клапаны, чтобы воротничок, как воротничок, чтобы был. Теперь вяжем изнаночный ряд, столбики без накида до конца ряда. Конец ряда у нас в центре. Вот здесь встречаемся мы, где у нас вот петля 1 середины, мы довязываем до 2 центральной петли. Вот доходим сюда, довязываем, вот центральная петля. Провязали. Теперь воздушная петля подъема. Разворачиваемся. И снова с 1 петли, из которой у нас выходит воздушная петля подъема, начинаем вязать ряд. Вяжем лицевой ряд. Скажите, здорово, когда все вяжешь просто столбиками без накида. Вяжем до конца ряда, доходим вот сюда. Здесь тоже воздушная петля подъема. Не забываем угловую петельку. Я сейчас покажу, дойду до конца ряда, потому что это очень важно. Вот смотрите, чтобы ровно вывязывался у нас вот этот край, мы провязываем. Вот здесь часто ошибку делают многие. Вот провязали мы вот эти вот, последняя вроде бы кажется петля, но когда смотришь, видите, вот здесь уголочек еще виден. Вот этот уголочек, он у нас не должен торчать, мы его должны провязать. Вот тогда четко, ровненько у нас получается. Воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем с 1 петли от крючка. Вот, и у нас в итоге получается вот такие края, они друг на друга заходят, когда стоя вяжем, а потом, когда мы откладываем, видите, получается такой красивый воротничок. Вяжем вот так вниз его еще. В принципе, вы можете провязать его любой высоты. Можно сделать маленький такой отложной воротничок, можно подлиннее, можно повыше сделать и не откладывать его. Я покажу еще, как его можно загибать, чтобы он был вообще такой, как полусапожек такой. У меня ботиночек, но можно связать его и полусапожками. В конце, когда я закончу, я уже вижу, как можно его делать. Вот так вяжем. Провязываем еще несколько рядов, столько, сколько нужно. Вот я провязала на такую высоту, видите? Вот такой ботиночек. Вот так он откладывается. И теперь я буду вязать еще отделочку. Вот такая у меня белая пряжа. Скажу вам сразу, хотела найти точно такой полиэстер. Но такого цвета, который бы подошел на отделку, я не нашла. Поэтому я взяла акриловую пряжу. Она очень толстая такая. Буду в 2 нити обвязывать. Ну и скажу вам, что она подойдет. Если у вас есть возможность такую же точно белый моток взять, у вас будет, то вы можете белым обвязать. Ну или каким-нибудь еще цветом, который бы сюда подошел для обвязки. Но у меня не получилось купить, нету белого. Поэтому, ну и вообще подходящего по цвету, чтобы можно было сделать отделочку. Поэтому я взяла просто
акриловую пряжу, мягкую, такую ворсистую. Попробовала, и мне понравилось. Вяжу вот так вот. Это получается как бы изнаночная сторона, но когда отгибается, она становится лицевой. Поэтому по этой стороне от центра переда я начинаю вязать обвязочку. Тоже столбики без накида. В каждую петелечку предыдущего ряда провязываю столбик без накида. И будет белая подошва, белая обвязочка, и будет очень нарядно смотреться. Вот так. Вяжу до конца ряда, вот сюда до середины. Здесь, когда я дошла до центра, теперь в первую петлю предыдущего ряда начинаю вязать соединительные столбики. И вяжу по всей окружности соединительные столбики. Не могу настроить прямо видео, настройки не могу включить, чтобы вот хорошо видно было. Но сейчас попробую еще немножко контрастность добавить. Белая нить, она просто отражает свет. Ее практически не видно. Вот так, если свет потемнее сделать, контраст. Вот смотрите, просто в каждую петельку вяжу соединительный столбик. Такой делаю утолщенный край. И он получается и толще, и красивее. И, в общем-то, получается очень хорошо. Вот так по всей окружности и заканчиваю ряд по центру. В конце ряда я провязала вот такие два, как бы, это не шнурочек, это просто такие два конца из столбиков, из воздушных петель, и такое как бы украшение. Вот таким образом можно их одевать, можно связать воротничок повыше, и такие будут полусапожки. Можно просто ботиночками, вот так, мне кажется, смотрится хорошо. Украсить уже можно по своему усмотрению. Какие-то пуговки или что-то. Я вот, честно говоря, думала, но я не захотела. Очень красивая пряжа, очень красиво вот так отделочка подходит. И я решила ограничиться вот тем, что вы сейчас видите. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, обязательно напишите в комментарии, как вам это изделие. Если кто-то из вас уже попробовал эту пряжу для вязания обуви, опишите свои ощущения. Ну, я просто в восторге, честно. Поэтому, друзья, пожалуйста, ваши комментарии, если вы оставите хотя бы несколько слов под этим видео, я буду очень рада их услышать. И будем еще пробовать какую-то новую пряжу. Ну, друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, поделитесь этим видео в своих социальных сетях, пабликах, группах. Это очень помогает мне развитию канала. Когда вы это делаете, мой канал просто очень активно развивается. И это такой своеобразный ваш вклад в развитие моего канала, за что я вам очень благодарна. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы, пожелания, я на них с удовольствием отвечу. Ну, я желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!